Привет, мои дорогие! В этом видео мы поговорим о том, может ли breathwork, дыхательная работа, быть инструментом самостоятельным и выступать как самостоятельная терапевтическая модальность и заменять собой терапию. Мой ответ — да и нет. И я начну с того, что не может, потому что дыхательная сессия в 1 час или в 1,5 часа, как это очень часто можно встретить, это не замена терапии. Однозначно я могу сказать, что я в рамках своей программы 6 сессий 12 недель, я включаю дыхательную практику вот, такого плана, такой длительности, несколько раз за курс, но дыхательная работа является частью всего процесса. То есть дыхание тела — это всего лишь треть. Две другие части абсолютно равнозначны. Это работа на уровне сознания, да, то есть мы работаем с эмоцией, и проводится работа на уровне бессознательного в рамках гипнопрактики. Но опять же, это часть дыхательной сессии, это часть той программы, которую я разработала. Да, если вам интересно, вы можете задать мне любые вопросы, либо в комментарии, либо я оставлю свою почту. Что касается того, почему дыхательная работа не может быть отдельно стоящей заменой терапии, как и да, я еще, наверное, не сказала. Значит, мы говорили о том, что дыхательные сессии могут длиться час или полтора. Так вот, что происходит, когда вы приходите на такую сессию, которая вот, ну, похожа на йогу, но дыхание, да, и таких предложений на рынке, особенно на Бали, где я была, их очень много. В России, к сожалению, такие сессии пока не пользуются популярностью, ну, потому что сама модальность еще, вот, как бы люди не понимают, что они могут получить в рамках этих практик. Собственно, поэтому моя задача здесь об этом говорить. Так вот, что происходит, когда вы приходите на короткую сессию? А, Максимум, что может быть до того, как вы начинаете дышать, это создается круг из участников, да, вы садитесь в круг, и вы делитесь своим состоянием на данный момент и своим намерением. Далее идет инструктаж, противопоказания, и вы начинаете дышать максимум час. И процесс, вы можете просто отдохнуть, вы можете погрузиться в какие-то более глубокие процессы и что-то достать из памяти. Я рассказывала об этом в предыдущем видео, что-то эмоциональное начнет подниматься. Однако временные рамки сессии вам не дадут возможность интегрировать прожитое, особенно если это связано с каким-то негативным для вас опытом или травматичными воспоминаниями. Здесь нужно, я вкратце расскажу вообще про цикл травмы, то есть когда мы не проживаем травму до конца, и когда у нас эмоции на своем пике застряли в теле, нам не дали их выразить полноценно, и потом мы не смогли интегрировать этот опыт, а мы представим, да, что вот эмоция — это волна, и где-то на середине произошел вот этот вот, произошла остановка, и все, и мы зажались, и зажали, соответственно, энергию в теле, и вот эти эпизоды не выплеснутой энергии из тела мы дальше несем с собой. Так вот, э, дело не только в том, что я имею в виду цикл травмы, он заключается не только в том, чтобы вывести эмоции из тела, в том, чтобы вот вы поплакали, вы побили подушку, да, то есть вот вы что-то испытали, дошли до этого эмоционального пика. Последней частью является интеграция травматичного опыта, и она является самой главной частью всего процесса. Немножко терминологии. У нас есть vagus nerve, блуждающий нерв, и в терминологии Стивена Порджеса у нас есть его два ответвления. Это dorsal vagal и ventral vagal. Так вот, dorsal vagal вступает в работу, когда вы находитесь в состоянии замороженности, freeze. То есть с вами что-то случилось, в какой-то момент вы не смогли активироваться и бежать или дать сдачи. Вы заморозились, эмоции остались в теле, и все. И дальше, ну, дальше ничего.
никак эти эмоции не были прожиты и никак они не были интегрированы. В противовес этой ветви у нас есть ventral vagal nerve, да, это вот вентрально-вагальный нерв, точнее бранч, точнее ответвление, да. Так вот, он вступает в работу тогда, когда у нас не просто мы смогли прожить этот цикл травмы и выпустить эмоцию из себя, да, когда произошла, собственно, он отвечает за интеграцию, потому что этот нерв способствует нашему расслаблению, социальной активности, и он отвечает за адаптивную реакцию на стресс. Простыми словами, вот последний виток интеграции травмы заключается в том, чтобы вы чтобы произошел контакт вас и еще кого-то, то есть с внешним миром вы бы установили значимые связи, и от внешнего мира вы бы получили чувство безопасности. Вот это самое главное. Да? Присутствие другого человека и validation, да, валидация вашего опыта и поддержка — это самое главное, что может произойти на этапе интеграции. И тогда все, вы закрываете цикл травмы. Расскажу один случай. Со мной такое произошло, когда я участвовала в сессии саунд-хилинга, и мы погрузились, естественно, через звуковое воздействие в подсознание. Мы понимаем, что когда мы находимся в состоянии тета-волн или альфа-волн, это было достаточно глубокое погружение, поэтому, естественно, ничего не измерялось, но я прям вот ушла очень глубоко. И, то есть, по сути, это состояние, да, тета-волны — это мы находимся в состоянии этой мозговой активности, когда мы спим. Когда мы спим, мы беззащитные, мы открыты, наше сознание, наше критическое мышление, наши скоростные реакции, они же уходят. И вот находясь в этом состоянии низкой частоты мозговой активности, я слышу, что у других людей, 50 человек в круге, происходит эмоциональный релиз, выплеск, кто-то крает, кто-то cry, да, по-английски кто-то плачет, кто-то просто сопит. Ну вот, знаете, есть, когда ты находишься в контейнере, все-таки все, что с нами происходит, это энергия, и ты чувствуешь эту энергию от других людей, и я слышу и чувствую этот эмоциональный выплеск, и меня тоже начинает погружать вот в эти вот эмоции, в плаксивое состояние. И после того, как мы заканчиваем саунд-хилинг, нам просто говорят спасибо, до свидания, увидимся в следующий раз. И, значит, ты остался такой беззащитный, абсолютно открытый, с открытым сердцем, и у меня просто наступил ступор. Я не знала, что делать. И, слава богу, мне повезло, на этой сессии был один мой знакомый, который проводил какао-церемонию, играл киртан, да, то есть сначала там мы пели, ну, грубо говоря, мне пришлось просто подойти к нему и сказать: пожалуйста, обними меня, мне плохо. То есть мне просто физически был необходим вот этот контакт, валидация моих эмоций для того, чтобы я не ретравматизировалась. Если вы выплескиваете эти эмоции, вы как бы сталкиваетесь с тем же событием, которое когда-то с вами произошло, с каким-то травмирующим или негативным событием, и ничего дальше не происходит, это получается ретравматизация. И это не слишком здоровая история, потому что вы бьетесь о ту же травму и испытываете эмоции, и не можете их интегрировать. К сожалению, на дыхательных сессиях такое может происходить, потому что просто временные рамки вам не позволят дальше вот воспроизвести вот этот круг и поделиться с кем-то, чтобы ваши эмоции были одобрены. Просто поделиться тем, что с вами произошло. Такого может не быть. Что касается дыхательной работы как инструмента, как самостоятельной терапевтической модальности и моего ответа «да», действительно, это может работать как самостоятельная история, и это очень сильный и глубокий способ работы с травмами. Это может сэкономить вам деньги и время, и за 3 сеанса вы можете спокойно закрыть год терапии, но это будет сессия не на час и на 2. Это будет сессия где-то от 5 часов.
длительностью, при котором дыхание будет всего лишь одной из составляющих. Максимально важной является работа до и после. Про работу после и про интеграцию травмы мы уже поговорили. Да, важно в этом контейнере, чтобы кто-то услышал вас, и то, что с вами произошло, интегрировал, помог интегрировать ваш опыт, да, потому что, по сути, хилинг происходит в группе всегда, да, даже в шаманизме есть такая идея, что мы можем запустить наши механизмы исцеления в группе. Но поговорим про работу до. Это, конечно, все зависит от фасилитатора, от его опыта и от его информированности по поводу травмы. Это должен быть trauma-informed breathwork facilitator, который в начале работы создаст этот безопасный контейнер, в котором вы можете открыться, познакомиться, поделиться опытом, поделиться тем, с чем вы пришли, с каким травматичным опытом или с какими эмоциями сейчас вы все проговариваете в большой группе, в паре. Дальше обязательно является настройка на работу, медитативное погружение. И вот в конце, как я уже сказала, интеграция через контейнер. Я процитирую доктора, академика наук Владимира Козлова, к слову сказать, основателя интегративной психологии и метода дыхания, музыка и движения. Так вот, он говорит о том, что незадействованность психологических механизмов, да, до работы может препятствовать более глубокому вхождению в процесс, в дыхательный процесс. И наоборот, более полное использование этих механизмов, да, то есть проведение процессов в составе группы, подробная предварительная теоретическая подготовка, ритуализация начала процесса, да, то есть нам нужно настроиться, обмен мнениями среди участников и прочие приемы позволяют повысить эффект связанного дыхания. Собственно, я желаю вам осознанного подхода к выбору ваших breathwork sessions, к осознанного подхода к выбору фасилитатора и подхода к вашей нервной системе и нахождения максимально оптимальных путей для работы с вашим предыдущим опытом, с вашими травмами на основе того, что вы узнали сегодня. Ну, а пока я вас всех обнимаю. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. И до встречи в следующих эфирах. Я надеюсь, что этот был вам полезен.